Здорово, не ожидали? На связи Скерс и Полина, и как обычно мы перевели и озвучили новую главу Королевы Драммы. В связи с тем, что был перерыв, мы решили объединить все выпуски воедино. Если что-то подзабыли, это отличная возможность освежить память. Ну а если пропустили эту мангу, удачный способ ознакомиться со всеми вышедшими главами. Спонсор ролика наш ТГК. Времена для ютуба сейчас темные, рекомендации работают хуже, чем раньше, да и оповещения не всегда приходят. Поэтому, если вам нравится наш контент, просьба вступить туда. Так вы никогда не пропустите свежие ролики, а также поможете нам в развитии. Что ж, заварите чайку, нахватите вкуснях, мы начинаем. Прошло 9 лет с тех пор, как пришельцы спасли Землю. Бесчисленные звездолеты, носящиеся по небу, сияют, подобно звездам. За это время гуманоиды неплохо так устроились на Земле, в частности, в Японии. К примеру, лучший игрок в бейсбол — пришелец. А еще они вовсю вступают в половые отношения с землянками. Один из таких гумозавров был неосторожен и заехал в нос главной героини манги. Зовут ее Намамото. Девушка не стерпела и начала быковать на понаеха. Гуманоид тут же встает в позу. Его спутница пытается сгладить углы и просит прощения за него сама. После этой ситуации разгневанная Намамото идет на работу. Сраные пришельцы! Никогда не извиняются. Чтоб они сдохли все. Ненавижу их. И бабич, которые называют своих парней партнерами. Не, я, конечно, благодарна, что они уничтожили метеорит. Но эти гады явно смотрят на людей свысока. Вот только если я скажу об этом вслух, беды не миновать. Из выпуска новостей мы узнаем, что население пришельцев в Японии превысило 17 миллионов. Лишь только в городе Сена их уже больше 60 тысяч. И по случаю недели новой вселенной провели опрос, устраивает ли местных соседство с пришельцами. И по большому счету да, кто-то благодарен им за спасение планеты, а кто-то кайфует с их технологий. Ведь благодаря им люди стали устраивать космотуры. Намамото проходит мимо бургерной. Сколько лет я не ела мясо. Зарплата такая нищенская. Скучаю по нормальной жрачке. Нет, никаких пожалеек себе. Страдания для слабаков. Надо оставаться позитивной. Уже на работе Намамото вновь получила в нос, на сей раз от босса. Пришелец не только ударил ее, но и несколько раз сводил ее мать в кино, на своем языке, разумеется. Девушка задается вопросом, зачем из раза в раз этот урод ее бьет? К слову, коллегам Намамото тоже не нравится. Они считают, что она получила по заслугам. Девушка очень хотела бы втащить ему в ответ, но ведь уволит. Босс замахнулся, чтобы еще разок прописать девчонке, но случайно зацепил паренька. Челик терпеть не стал и справедливо кидает предъяву. Чё это он руки распускает? Зефирка начинает бузить на него, но Челик даже не понимает, что этот говноружий балакает. Какого хрена он вообще командует этой дырой, если даже не разговаривает по-земному? И это он еще молчит о здешних условиях. Стоит тут, пытается себя охладить каким-то баллончиком, вместо того, чтобы включить кондей. Босс терпел и молча ушел, не став продолжать спор. Спасибо, что прикрыл. Я Намамото. А я Китами. Этот кофе для меня? Ага, ну разве я не крутая? Ударь его в ответ, наверняка бы поднялась адская шумиха. Учитывая, что вся здешняя верхушка пришельцы. Ведь общество на их стороне. Да, чуток познакомились, он уже душнит. Жуть какая. Ты это вслух сказала. При мне. Некоторое время спустя Намамото получает ЗП. По нашему курсу это примерно 73 тысячи рублей. Девушка недовольна. Это столько она получила за полную ставку? Нужно менять работу. Хотя кому сдалась 17-летка без каких-либо навыков? А с родителями она уже давно оборвала все связи, и возвращаться к ним не хочется. Как вообще люди с улыбкой батрачат за такие гроши? Им реально в кайф работать на зефирных ублюдков. Вот бы они все исчезли. Да, они, конечно, спасли их, и технологии новые, балдежные, но все равно здесь что-то нечисто. Бесит. Но говорить об этом вслух нельзя, иначе будь беде. Впрочем, страдания для слабаков. Нужно забуриться в дилдок и расслабиться. Листая ленту, девушка натыкается на милый видик, в котором какая-то тянка рыбачила. Это вдохновило Намамото отправиться на рыбалку. Там она вновь пересеклась с Китами. Парень, как оказалось, живет неподалеку и частенько здесь зависает. Увидев ее удочку, он без замедления выхватил ее, чтобы как можно скорее соскуфиться на камнях в окружении рыб. Спустя 3 часа ему удалось выловить полумертвую, изнасилованную дельфинами рыбку, и он тут же отдал Намамото. Все-таки такая добыча досталась ему при помощи удочки Намамото.
Девушка заценила щедрый подгон и отпустила рыбку. За жалкие несколько лет мир так изменился. Океан. Теперь он отражает тысячи звездолетов в небе. Больше нет того самого океана, который я любил, и у которого играл с семьей. На сегодняшний день напомнил, как я ходил рыбачить с сестренкой. Здорово было. О, ты еще у нас и старший брат. И сколько ей? Ее больше нет. Всю мою семью убили пришельцы. Семья собиралась праздновать ее поступление в старшую школу. В них влетела крутая тачка пришельцев. Ну, суть ты уловила. Уверен, водитель был пьян, но преступник сбежал, и полиция даже не собиралась его искать. Но почему? Скорее всего, боялись межпланетного конфликта, если что-то пойдет не так. Ты не находишь это странным? Все случившееся идет им только на пользу. Иногда я думаю, а к Земле вообще летел гигантский метеорит? Их технологии в разы круче людских. Разве они не могли все подстроить, чтобы устроить этакое мирное вторжение? Но никто даже не сомневается в пришельцах. Их обожают. Их не просто любят или благодарят, а прям почитают. Как же все прогнило. Пусть этот ебаный мир катится к чертям. И я не прощу их за то, что они уничтожили мой дом. Вот бы они все исчезли. Да, согласна. Всегда так считала. А давай их от души похуесосим. Следующие несколько часов парочка выплескивает весь скопившийся негатив, и это помогает. Им обоим стало легче, но еще это очень весело. Кто ж знал, что страдания могут быть такими веселыми? На следующий день Намамото вновь получила в нос от босса. Зефирыч опять зачехляет ей какую-то дичь. Но в этот раз пришелец допустил ошибку. Прямо в разгар срача он решил покурить, но не учел один момент. Охлаждающий спрей, которым он постоянно пшикается, крайне горючий газ. Придурок был неосторожен и моментально вспыхнул. Девушка застыла от увиденного, а ее босс довольно быстро прожарился до хрустящей корочки. Через несколько секунд в комнату вырываются ее коллеги. Все в ужасе от произошедшего. Но еще больше их напугало то, что Намамото даже не позвала никого на помощь. Как она могла просто стоять и смотреть? Вечером того же дня ей приходит уведомление о увольнении. Чего, блять? Вы не можете просто уволить меня? Ну, в целом-то могут, но реально, что ли? Даже странно немного, что я не чувствую ни капли вины. Короче, меня уволили. Да, кажись, моей жизни настал конец. И что теперь делать? Эх, в детстве я мечтала каждый день есть по-королевски. Китаня? Что такое? Мне нужна помощь. Я тут стою у твоей квартиры. А? Ты как адрес мой узнал? В инете нашел. Впусти меня. Ну ты маньяк. Ты хоть знаешь, как это жутко звучит? Ладно, но ненадолго. Блин, опять вставать. Ну и... Чё тебе надо? Я в беде. Можешь помочь? Выясняется, что этот пришелец первым начал. Он ударил Китами. И даже не думал извиняться. Паренек не стал терпеть подобное неуважение и забил его до смерти. И теперь ему светят огромные проблемы. Наверняка убийство пришельца карается смертью. Конечно, за преступление вроде убийства ждет наказание. Убивать людей совершенно неправильно. Вот только он эту тварь за человека не считает. И она ведь такая же. Нужно избавиться от тела. И он может рассчитывать только на нее. Намамото спрашивает, и как они это сделают? Есть пара идеек, но они такие себе. Если закопать его из-за запаха гниения, труп быстро обнаружат. Если выкинуть в океан, газы от разложения вытолкнут труп наверх. Можно растворить, но это тоже палево, ведь им придется купить уйму растворителя. Поэтому нужно порубить его на куски и сварить. Способ верняк. Да, не быстро, но они справятся. Намамото спрашивает, с чего и вообще помогать ему? Все просто. Она ведь тоже ненавидит пришельцев. Так-то оно так, но она не уверена, что сможет. Хотя, если подумать, на фабрике, когда босса поджарила, она уловила запах его горелого трупа. Пахло жареным кальмаром. Запах был чертовски вкусным. Китами озадачен. Она и сама понимает, как это звучит, но он ведь и сам конченый, так что теперь их двое таких. Все равно им обоим хана, так что пусть хоть даст попробовать.
Процесс запущен. Разделав пришельца, девушка принялась готовить. Пованивает, но была не была. Намамото пробует получившееся хрючево. И как только тошнотворный эффект от осознания, кого она хавает, прошел, девушка заключает: это вкусно. Страдания и жалость себе – все это фигня. Все это не имеет значения, когда в твоем брюхе полно еды. Вот она жизнь. У пришельцев такое нежное мясо, да и кости. Поверить не могу, что ты с таким наслаждением ешь это вонючее мясо. Да в смысле? Чувствую, какой аромат. Да где? У тебя явно со вкусом какие-то непорядки. Обратись к специалисту. Все же, если ты можешь сожрать зефирку целиком, это отличный способ избавляться от тел. Я буду их убивать, а ты съедать. Продолжим в том же духе, и со временем здесь не останется ни одного пришельца. Звучит неплохо. Хотя, наверняка это просто влажная мечта. Китами вспомнил день, который изменил его жизнь. Этот инопланетный ублюдок скрылся. И ровно как и тогда, от запаха горелого пришельца, рвота подступила к рту. Отвратительно. На вкус как мясо, маринованное в канализационной воде. Когда я укусил, эта вонь ударила мне прям в нос. Почему он такой желатиновый? Как ты вообще можешь есть это дерьмо? Ну как, ртом? Просто твои вкусовые рецепторы пока этого не заценили. Может, это просто ты какая-то странная? Раздался звонок в дверь. Это соседи. Они пришельцы. Постоянно жалуются на шум, хотя и сами вечно гремят. Китами задумался. Почему эти желатинки живут в таком гетто? Может, они совершили какое-то преступление у себя на планете, а теперь в бегах? Намамото обеспокоена. Могли ли они что-то услышать? Но думать надо о другом. Да, тело пришельца надежно покоится на дне желудка Намамото. Однако вся квартира провоняла этим пришельцем. Да и сковородку они не отмыли. Соседи продолжают насиловать звонок. Китами просит, чтобы она открыла дверь, иначе остальные жильцы могут вызвать копов. Намамото открывает. Увидев соседей, девушка спрашивает, чем она может им помочь. Неловкое молчание нависло между ними. Наконец, желатинка открывает рот. Не кажется ли Намамото, что потолки в этом месте слишком низкие? Это давит на нее. Посему они решили создать петицию, чтобы арендодатель исправил это. Намамото живет здесь, так что пусть подпишет. Девушка злится. Они время-то видели? Но пришельцам плевать, они совы. Желатинки почуяли вонь. Они требуют, чтобы девчонка приняла ванну. Но перед этим пусть ставит подпись. Почему вообще они должны жить рядом с этой маленькой свининой? Арендодатель должен снизить им плату за это и извиниться. Они ушли. Похоже, они ничего не слышали. Это хорошо. Слушай, походу даже пришельцы считают свое мясо вонючим. В следующий раз я буду есть их сырыми. В следующий раз? Ну разве это не твои слова? Я их убиваю, а ты их хаваешь, пока мы от них не избавимся. Это просто несбыточная мечта. Подумай сама. В этом городе живет 60 тысяч пришельцев. Сколько лет пройдет, прежде чем они все исчезнут? Способна ли ты хавать пришельцев 3 раза в день? Даже не знаю. А как долго? Почти 55 лет. За все это время они еще успеют размножиться. Говорю тебе, это невозможно. Значит, у нас есть работка на ближайшие 55 лет? Ты это серьезно? Да это была лучшая еда в моей жизни. И если я смогу питаться так до старости, я буду самой счастливой бабулей в мире. К тому же, даже если мы не сможем избавиться от них всех, мы все равно будем убивать дерьмовых пришельцев каждый день. Разве это не круто? Не стоит недооценивать безработную женщину. Нет ничего, что я не могу сделать. Парочка выбирается на улицу. Парнишка таки решил, что убивать лучше ему, а то это не будет иметь смысла. Но утилизацией мусора пусть займется она. Намамото только в радость. Проходит немного времени, группа пришельцев склоняется по городу и натыкается на Китами. Чё не так с этим парнем? В его руке молоток, а в сердце флешбэк. В один из дней, когда сестра была жива, он застал ее в школе после уроков. Соя решила задержаться, чтобы привести доску в порядок. Китами не понимает, почему она просто не уйдет. Сестра поясняет, что не может, ведь тогда это будет делать кто-то другой. Внимание детей привлекла ракета прямо за окном.
Космические перелеты становятся обыденностью. Китами поправил сестру. Это работает только если ты богат. Один из ее знакомых, кстати, собирается слетать на Луну во время летних каникул. Как же это круто. Она бы тоже хотела. Брат и сестра сели у окна. Соя решила спросить, а если у него когда-нибудь получится полететь на Луну, что бы он там сделал? Китами отвечает, что он бы прыгал как сумасшедший, а затем добавляет, когда он вырастет, то свозит всю свою семью на Луну. Он обязательно поступит в хороший университет, найдет достойную работу и станет богатым. Ну а пока нужно стереть все с этой доски и поехать наконец домой. Китами решает понтануться перед сестрой и заявляет, что способен очистить всю доску всего одним движением. Соя с удовольствием взглянет на это. Китами подготовился и продемонстрировал свои умения. Прошли годы, и вместо губки у него теперь молоток. И так же, как и тогда, ему потребовалось всего одно движение. Придя в себя, он видит перед собой кучу мертвых пришельцев. Слушай, а они сырые прям хороши на вкус. Прям объедение. Делишес, ёпта. Глазные яблоки просто как жвачка. Блин, чертова крышка слишком плотно закрыта. Застряла. Дай сюда, я открою. Изи. Нечестно. Мальчишки просто от природы сильнее. Кстати, эти желатинки не такие прочные, как кажутся. Я одним ударом 5 уложил. К слову, ты тоже хороша. Нормально к ним приложилась. Ясен-красен, а ты думал. Давно я нормально не ела. Это радует. Раньше ты выглядела пессимистичной, но теперь прям сияешь. Я начинаю думать, что у нас действительно может получиться осуществить задуманное. Когда все узнают о мистическом исчезновении пришельцев из нашего города, возможно, остальные тоже испугаются и, роняя кал, свалят. И тогда у нас действительно получится искоренить их. Так что давай дадим им возможность бояться. А когда все это закончится, мы пойдем порыбачить. Это будет весело. Да, только если они свалят, что я буду есть? Ну, да. Что ж, давай просто продолжим делать это. Потихонечку. На следующий день в городе появились плакаты с пропавшими пришельцами. В остальном все идет своим чередом. Люди гуляют, пришельцы незримо следят за ними из космоса. Молодая мама обучает своего сынишку различать лево и право. У него отлично получается. И вот, мама просит его взглянуть налево. Ребенок поворачивается в нужном направлении и видит неистово рыгающего челика. Я же мать тут же подрывается к нему и начинает отчитывать. Что он себе позволяет? А если у ребенка теперь будет травма? Тугосерик заявляет, что больше никогда не повернется налево. Ну вот, и что же он наделал? Челу нечего ответить. Не стоило так налегать на бутылку. Ему позвонили, и он тут же делает вид, что все в порядке. Челику сообщает, что они зафиксировали подозрительных личностей. Молодого парня и девушку. Мужчина просит их фотографии. Это как раз то, что нужно, чтобы протрезветь. Некоторое время спустя неведающая об опасности парочка вновь выбралась на охоту. И пока Китами куда-то отошел, девушка активно пускает слюни на своих соседей. Из их разговора мы узнаем, что лудомании подвержены даже высшие формы жизни. Впрочем, его спутницу это не смущает. Она все равно любит своего избранника и собирается обеспечивать его, что бы ни случилось. Наконец на Намамото обратили внимание. Вот только она точно их соседка? Почему-то в этот раз от нее не воняет. Девушка же очень хотела бы съесть их, но нельзя. Китами говорил, что если она сожрет своих соседей, то полиция быстрее вычислит их. Но так хочется. Еще и эти пришельцы так нешатся. Этот инопланетный Толян называет свою пухляшку медовой пчелкой. Как же это аппетитно. Узнать, чем могла закончиться эта встреча, нам не суждено, поскольку за Намамото приходит любитель причинять детские травмы. В его руках ошейник. И он требует, чтобы Намамото следовала за ним. Тем временем Китами в магазине читает заголовки газет. За прошедшую неделю они избавились от 15 пришельцев. Но пока об этом нигде не пишут. Впрочем, если продолжать в том же духе, рано или поздно это появится в заголовках. И тогда их мечта может осуществиться. Внезапно юноша услышал свое имя. Уже знакомый нам чел пришел за ним. Намамото у него на привязи.
Не объясняя, что к чему, мужчина ведет их в какую-то забегаловку. Может, девушке сходить попудрить носик? Намамото спрашивает. А с чего и слушать какого-то странного чувака, который силой затащил ее сюда? Китами присоединяется. Что это за причудливый ресторан такой? Мужчина спокойно отвечает, что это одна из их оперативных баз. Но пусть не стесняются и закажут что-нибудь. Не хватало, чтобы они тут упали в голодный обморок. Но пусть сильно не обжираются. Китами остается благоразумным. Делать ему нечего, доверять какому-то незнакомцу. А вот на Намамото мимо халявной жрачки проходить не намерена. Один спайси рамен, будьте любезны. Спустя несколько минут заказ появился на столе, и девушка тут же приступила к трапезе. Эй, передай ко мне воды, эта штука острая. Но здесь нет ничего подходящего. Хотя, водку будешь? Очевидно, что нет. Кто этот парень? Он из полиции? Нет. Я был особенно осторожен, чтобы меня не засекли камеры безопасности. Не должно быть никаких доказательств того, что я убивал. Давайте перейдем уже к сути. Вы ведь убиваете пришельцев, не так ли? Аромат пинусов повис в воздухе. Дело принимает серьезный оборот. Мужчина продолжает. С тех пор, как пришли пришельцы, все изменилось. Маленькие спутники стали куда доступнее. Благодаря им было зафиксировано несколько подозрительных лиц. Ну а затем несложно было проследить и вычислить их. Пусть Китами в следующий раз попробует убивать их под крышей, иначе Хрюни быстро вычислит его. Кто ты такой? Мое имя Иглоскар. Я занимаюсь истреблением пришельцев. Что? Не все чувствуют себя в долгу перед пришельцами. Естественно, есть те, кто относится к ним со скептицизмом или даже отвращением. А некоторые и вовсе ненавидят их, желают им смерти. Я работаю посредником между клиентами, которые запросили уничтожение инопланетян, и оперативниками, которые выполняют заказ. Как насчет стать партнерами? Вы убиваете назначенных пришельцев, а мы будем вам платить. Китами произносит, что они ошибаются. Это были не они. А теперь им с Намамото пора. Иглоскар пытается их остановить, но видя, что паренек не ведется, он решает спросить, как они избавляются от тел. Юноша напрягся. Заметив это, Иглоскар продолжил. От трупов пришельцев куда сложнее избавиться, чем от людских. Что бы ты с ними ни делал, они всегда будут источать противный запах, от которого невозможно избавиться. Он готов рассказать, как они поступают с ними. Сперва помещают тела в дробилку, затем смешивают их с бетоном и выливают в землю. Но даже прибегая к таким методам, полностью не удается избавиться от зловония. Неважно, как глубоко они их закапывают, запах смерти и разложения со временем выбирается на поверхность. И это довольно невыгодно, ведь земля, которую они используют, неизбежно становится непригодной. Более того, она ведь не бесконечна. А если посчитать количество рабочей силы и времени, становится очевидно, что все это скоро перестанет себя окупать. И вот поэтому ему очень хотелось бы знать, как пара отбросов без денег, имущества и оборудования смогла стереть столько пришельцев с лица земли всего за одну неделю, и без всяких следов. Они должны раскрыть свой революционный подход к этому делу. Китами хоть и обеспокоен, но рад, что все отходы находятся у Намамото дома. Их спутникам не увидеть то, что творится там, за закрытыми дверьми. Нельзя оказаться на побегушках у какого-то странного ублюдка. Нужно сохранить в секрете странные вкусовые особенности и стальной желудок Намамото. А, ты об этом? Да я их... Да нам-то откуда знать? Мы ведь даже никого не убивали. И хватит меня бесить. Ты нарываешься на драку. Вижу, ситуация зашла в тупик. Что ж, в таком случае ты мне больше не нужен. Ты не хочешь браться за эту работу и раскрывать свой метод. Вдобавок, умудряешься дерзить мне. Нет никаких сомнений. В будущем ты станешь той еще занозой. Поэтому, боюсь, тебе придется уйти. Сладких снов, Китами. Так, стоп. Ты не можешь убить Китами. Он мне нужен. Я не настолько сильна, чтобы убивать пришельцев в одиночку. Также я хочу назад свой острый рамен. Посижу здесь, пока ты не сделаешь мне другой. Тебе просто нужен был повод, чтобы получить добавку, не так ли? Похоже, ты мне тоже не нужна.
Я не нуждаюсь в немощном человеке. Мы согласны. Мы будем работать с тобой. Но наш метод утилизации остается в тайне. И если вы действительно хотите его узнать, то вам придется постараться, чтобы заслужить наше доверие. И если у вас получится, мы объединимся с вами. Видимо, расстрел отменяется. И Глазкар просит, чтобы его помощница выходила. Прозвище у нее Позвонок. Пусть она введет их в курс дела. Он же собирается помыться. Вернется через часа 2. Девушка представляется. Отныне она их поддержка. Но ближе к делу. Вот их цель на сегодняшний вечер. Для этого задания им нужно будет отправиться в отель. Также, чтобы попасть туда, придется надеть соответствующий наряд, чтобы избежать подозрений. Необходимую одежду они им предоставят. И вот спустя некоторое время парочка уже готова к первой миссии. Впрочем, такие костюмы для них новинку. И они не очень-то и удобны. Намамото вовсю жалуется, но помощница просит ее не мешать. Она разговаривает по телефону. И Глазкар просит, чтобы она проследила за ними. Если они облажаются, она знает, что делать. Первая миссия вот-вот начнется. По дороге Позвонок вводит нашу парочку в детали. Земное имя пришельца Хан Тавей. Он очень харизматичный филантроп. У него есть не только поддержка сородичей, но и значительное количество поклонников среди людей. Намамото озадачена. Этот чел какой-то попуск. Ей казалось, что их первой мишенью будет серьезный злодей. Позвонок уверяет, что так и есть. Он зарабатывает кучу денег, заставляя своих подписчиков проводить поддельные мероприятия по сбору средств. В основном он обузит слепых. Якобы все донаты идут им. Их клиент мужчина, занимающийся тем же самым в том же районе. Похоже, он устал конкурировать с желатинкой и решил устранить помеху. Выходит, обе стороны отбросы. У Намамото проблема. Она не понимает, как правильно завязать бабочку. Позвонок предлагает помочь, как раз на светофоре красный. Довольно быстро она завязала бабочку. Намамото в восторге. Ну все, теперь они кореша. Наконец они на месте. Их цель — уничтожить Хан Тавея. Он тусует на верхнем этаже. После ликвидации парочка должна утилизировать тело своим способом. Хребтина воспользуется черным входом, предварительно замаскировавшись под рабочего. Встретиться в следующий раз они уже прямо перед номером жертвы. Намамото недовольна. А как же новый костюм? Ее ведь порвался. Она что, забыла? Но это подождет. Пора уже браться за работу. Блин, что значит костюмов больше нет? Тьфу, мало того, что запрею от синтетики, да еще и дырка на подмышке. Камеры безопасности были взломаны заранее. А еще нам подогнали дубликат ключа от номера, подкупив сотрудника. Они так непринужденно относятся к этому, будто делали это миллион раз. Судя по всему, это золотая жила. Намамото, Китами, это я, Позвонок. Извините, но миссия отменяется. А? Чё? Клиент был убит? Да, информация пришла только что. Вероятнее всего, ответственность за это несут последователи Хан Тавея. Все-таки их конфликт усиливался день ото дня. Неудивительно, что все этим закончилось. Но говоря об удаче, хорошо, что нам не пришлось работать бесплатно. Из-за того, что клиент умер, денег мы не увидим, даже если убьем цель. Давайте-ка быстрее уйдем отсюда. Можем перекусить по пути. Как относитесь к жареной курочке? Это мое любимое блюдо, если я ем не дома. Понимаю, сестренка. Да, я тоже проголодался. Погнали отсюда. Где тут выход? А, вот, идем. Мы уже... Думаешь, мы уйдем после того, как зашли так далеко? Мы не остановимся, пока не прикончим всех пришельцев, идиотка. Рептину застали врасплох. Избавившись от нее, Китами произносит, что с самого начала это знал. Эти ребята занимаются истреблением пришельцев только ради денег. Это их источник дохода. Они не будут рады, если они истребят всех пришельцев. Вопрос времени, когда они захотят избавиться от нашей парочки. Хребтян на измене. Все усложняет и сообщение от пугающего четырехглаза. Она не может вернуться с пустыми руками. Если она не узнает, как они утилизируют трупы, ей крышка. Нельзя позволить узнать им, как мы избавляемся от тел. Если они узнают, что пришельцев можно есть, то не проявят к нам милости. В лучшем случае лишат свободы. Понимаешь, Намамото? Не особо, но лады. Ой, у меня опять бабочка развязалась. Давай помогу. В это время Хан Тавей развлекается в своем номере. И, судя по всему, пожертвований в его фонд любви предостаточно. После оральных ласк инопланетная тянка просит сводить ее в Hello Kitty Park. Да.
Мысленно она была уже там, лутала лайки от одноклассников, а сторисами поджигала жопы своим бывшим. Но Хантавей уже получил, что хотел, поэтому ей следует заткнуться. А еще лучше сдохнуть. Он собирается перекурить, вот только пачка пуста. Надо бы купить новую. Пара его подсосов уходит вместе с ним. Через несколько минут в номер врывается наша парочка. Где Хантавей? Они знают, что он остановился в этом номере. Им сообщают, что отошел за сигаретами. Но они-то кто? Вот ведь облом. Разминулись. И что теперь? Если не поторопимся, позвонок спалит нас. Отстой! Я так раздражена. Ай, да пошло оно все к черту. Я хочу домой. Я спрашиваю, кто вы такие? Вы загрязнят наш воздух. Проваливать отсюда. Намамото, а вот и ужин. Давай быстрее. Позвонок наконец поднялась на нужный этаж и спешит к номеру, но снаружи ее ждал Китами. Хорошо вы, ребята, устроились, наблюдая за нами со своих спутников. Но теперь мы те, кто наблюдает. Значит, прямо сейчас, пока мы разговариваем, вы избавляетесь от тел? Прямо сейчас? Там ведь только Намамото? И раз ты здесь, выходит, ты не участвуешь в процессе. Значит, ключ к вашему методу тесно связан с Намамото. Прямо сейчас она собирается войти внутрь, чтобы посмотреть, чем она там занимается. Но Намамото выходит сама. Китами признается, все, что он сказал до этого, была простая шутка. И в Намамото нет ничего особенного. Он просто ждал, пока она сходит в туалет. Девчонка подхватила его отмазку и сказала, что со срамными делами покончено. Позвонок может не переживать. Хребтян входит внутрь. Странно. Здесь очевидно кто-то был. Но как они настолько быстро избавились от тел? Китами признается, основную цель они еще не убили. Но где же он тогда? А вот, собственно, и он. На удивление, пришелец первым делом пригласил незнакомцев к столу. Намамото в восторге. Жрачка. В общем, не по Битлз. Я догадывался, кто мог вас нанимать. Важно другое. Что случилось с Women, окей? Вы их замочили? Really? В натуре угандашили? Да это же безумие! И как вы умудряться делать все так чистенько? Вы должны рассказывать мне. Я бы хотел грохнуть many people, you know? Будто мне есть дело. Дождусь возможности и прикончу их всех. Решено! Вы, ребятки, присоединяться ко мне. Мани для меня не проблема. Сумка на стол, и я готов это удвоить. Как вам такое предложение? Херню не пари. Ты за кого меня держишь? Реально думаешь, что мне нужны деньги? Да я хочу пришельцев. Если будешь приносить по одному пришельцу каждый день, я подумаю об этом. Китами озадачен. Хантавей не растерялся и, взяв Намамото под руки, обещает выполнить ее желание. Она, видимо, хочет расширить круг друзей. Что ж, у него куча приятелей. Он познакомит их. Китами в недоумении. Это реально сейчас происходит? Он пытается остановить напарницу, но его хватает желатинки. И тут до него дошло. Если я смогу питаться так до старости... Да, только если они свалят, что я буду есть? Ты не можешь убить Китами. Он мне нужен. Я не настолько сильна, чтобы убивать пришельцев в одиночку. Чем больше думаю об этом, пока она может каждый день есть пришельцев, у нее нет никаких причин быть со мной в команде. Что Намамото, что Позвонок, они не получат никакой выгоды, если пришельцы полностью исчезнут. Нет. Намамото же ненавидит пришельцев и тоже хочет от них избавиться. Но тогда почему? Я даже представить себе не могу, что она с самого начала была такой расчетливой. Она, наверное, особо и не думает. Намамото из тех, кто живет, соглашаясь с любыми словами или решениями. Все для того, чтобы чувствовать себя хорошо в этот момент. Работать ненавижу, только лежать и жрать. Блять. Китами вновь пытается добраться до Намамото, но по итогу его вырубают. Хребтян тоже схватили. Некоторое время спустя парень приходит в себя. Увидев рядом Хребтину, он решает спросить, где они. Оказалось, что все пришельцы пошли обедать вместе с Намамото. Девушка признается, что тоже хотела бы перекусить.
Но почему его подруга так резко сменила лагерь? Ее условия звучали бессмысленно. Китами произносит, что и сам ее не понимает. Изначально у них была единая мечта, к которой они хотели прийти вместе. Как вы там хотели? Избавиться от всех пришельцев в мире? Это как вообще? Только не говори, что вы правда собирались это сделать. Только в этом городе. До остального мира мне нет дела. В городе Сену проживает 480 тысяч жителей. 60 тысяч из них пришельцы. Неважно, насколько сильно вы их ненавидите, затея просто смехотворная. Неважно. Я воплощу ее в жизнь. Почему? Потому что я люблю этот город. В мой дом вторглись. Как я могу не злиться? Что ж, наверное, это даже хуже, чем убивать их за деньги. Ты никогда не достигнешь желаемого. В конце концов, ты теперь совсем один. Переносимся к Намамото. Хантавей показывает ей кучу разных пришельцев. Кто-то тащится от рэпчика, кому-то вкатывает барбекю. Короче, на любой вкус и цвет. А еще почти все они нарики. Красота, одним словом. Я тебя познакомить со всеми. Можешь рассчитать на меня. Только притащи их холодными, лады. А? В это время позвонок сумела освободиться. Она спрятала нож в рукаве. Рано или поздно эти ублюдки вернутся. Как насчет убить их всех? В том числе и его подружку. Я думал, что ты хочешь пойти домой. Нет, у меня будут проблемы, если я просто так отпущу предателя. Это недостаточно веская причина для убийства. К тому же, речь ведь идет о человеке. Таком же, как мы. Ты в своем уме? А ты просто разберись с телом сразу после убийства. Я уверена, это избавит тебя от чувства вины. Ты же своего рода волшебник. Используй какое-нибудь заклинание, и труп просто исчезнет. Так значит, не можешь. Только Намамото способна это сделать, верно? Я знала это. Вот почему ты не можешь бросить даже такую подлую предательницу, как она. Ладно тебе, давай уже рассказывай, что там за секретная техника. Хорошо. Мы убьем Намамото. Переносить их к тебе мертвый? Что это значит? Мы ведь говорили о моих гайс. Слушай, я недостаточно сильна, чтобы убивать их. К тому же, еду надо подавать так, чтобы ее было легко есть. Это признак хороших манер. Легко есть еда? Отпусти меня! Нам надо перекинуть пару слов с твой приятель. Вот только там пленников не было. И один из охранников уверяет, что он связал их надежно. В любом случае, сбежать далеко они не могли. Желатинки решают проверить туалет и душевую. Но их ждал неприятный сюрприз. Китами сработал чисто. Хребтина тоже сумела вынести охранника, но получила в нос. Пропущенный здорово встряхнул ей голову. Но она уверена, что Зефирка в Вальгале. Хантавей запаниковал. Стой на месте! Один неверный движение, и я прикончу ее! Дерзай! Я воспользуюсь этим, чтобы убить тебя. Ха! Завяжи языком чесать. Она ж твой друг, верно? Но взглянув в глаза Китами, Хантавей понял. Парень не шутит. Тогда он решает сбежать. Паренек тут же бросается за ним. А вот Хребтина, несмотря на желание, из-за пропущенного удара не может отправиться за ними. Лифт, к слову, поднасрал и Желатиновому. Застрял на первом этаже. Позвонок понимает, Хантавей не сможет оторваться от Китами с заложницей. А значит, вероятность, что цели убьют, крайне высока. Нужно во что бы то ни стало увидеть, как они избавляются от тел. Долбоклевы. Думать, я не могу сбежать? Сейчас я наберу своим приятелям, и они вас в порошок стирать. Братишка, я голодная. Завали ебало, пожалуйста. Китами уже рядом. Позвонок изо всех сил пытается не отставать. Но выходит это у нее так себе. Так, Стекун или Кинго, Степе. Кинго, он вообще на земле сейчас? Срать. Просто позвонить самый блатной. Ай, блять. Но удача на стороне Желатинки. В последний момент он хватается за рукав Намамото. Воу, а у тебя сильные руки. Это было... so close. Кажись, ты действительно полезна, сестричка. Вот только Намамото не зря жаловалась на свой костюм. В такой момент Дера дает о себе знать. И бедолага все-таки падает, сильно ударившись головой. Пришелец не понимает.
Почему она носит костюм с дырой? Все тело теперь болит. Он даже не может пошевелиться. Впрочем, на помощь приходит Китами, избавляя его от боли в теле. Но нужно торопиться. Позвонок вот-вот будет здесь. Поэтому Намамото нужно сожрать его как можно скорее. Ну, а ей это только в радость. После убийства Хантаве, Намамото, Китами и Позвонок просто вернулись к Игласкару. И как ни в чем не бывало обедают. Хребтиню на миссии крепко досталось. Здорово, что можно забыть об этом и наслаждаться едой. Каждый укус облегчает боль. И это все, что у тебя есть. Такой, как я, нужно гораздо больше. Только дайте мне доступ ко всем цыплятам, как весь их вид исчезнет. Вы все выглядите довольными собой. Но разрешите мне напомнить. Мертвый заказчик означает, что никакой награды не будет. Что касается странных исчезновений, произошедших в отеле Prime Hotel Sena, полиция продолжает выяснять обстоятельства. К другим новостям. Взгляните, это уже стало достоянием общественности. Опять это произошло. Это ведь играет только вам на руку, верно? Чем сильнее пресса будет разгонять новости об исчезновениях пришельцев, тем выше вероятность, что остальные забеспокоятся и покинут город. Я прав? Ладно, по крайней мере никто не знает, что это было убийство. В этот раз я легко отделаюсь. Я провалилась. Не смогла узнать секрет этих двоих. Как же они все-таки утилизируют тела? Позвонок, я рассчитываю на тебя в следующий раз. Хочешь легких денег? Ебал, блядь, этот пылесос уже, блядь. А вот это чё? Залупа, парень, твоя! Она говорит, ты сначала фимоз растяни, а потом поговорим. Исчезновение инопланетян начали освещать в прессе, но этого мало. В следующий раз нам нужно устроить что-то грандиозное. Эй, Намамото! Ничего, если я тебя ударю? Че? Нет. Нет? Но почему-то для тебя это было в порядке вещей. Отвернуться от меня в мгновение ока. Эй, да ну ладно, чё ты? Мы ведь избавились от пришельцев, все ведь хорошо. Наелась от пуза, все получилось. Значит, голод единственное, что мотивирует тебя? Ты что, животное? Можешь больше не рассчитывать, что я буду тебе доверять. Доверять? Да мы меньше месяца знаем друг друга. Да, это так, но... Чё это он? Я была уверена, что он скажет что-то типа «Хорошая мысль, стараемся, бла-бла-бла». Но мне кажется, он чем-то расстроен. О, подождите. Кажется, я видела такое в драмах. Китами опустошенный и одинокий после потери семьи. И, видимо, он искал кого-то, способного заменить ему эту семью. И он нашел это во мне. Выходит, все это время он на самом деле заботился обо мне, ну, в какой-то степени. И если это так, то мне что-то даже поплохело, что ли. Может, мне стоит извиниться за то, что я сказала? Ну, а как правильно это сказать? Я давно разорвала связь со своей семьей. Друзей у меня никогда не было. И понятия не имею, как это заботиться о ком-то или когда кто-то там заботится о тебе. Да я даже не знаю, как правильно извиниться. Я дам тебе столько пришельцев, сколько тебе нужно, чтобы ты больше никогда даже не подумала о том, чтобы предать меня. Это никакое не товарищество или дружба. Просто союз ради взаимной выгоды. Ну как? Звучит неплохо, да, Намамото? Ну окей. Мой сладенький пирожочек ведет себя как-то странно. Он стал таким изворотливым. Чего? Пирог? Мой сладенький пирожочек, мой возлюбленный. Он точно мне изменяет, точно. Как он посмел, козел. Вот а почему мне нужна твоя помощь? Расследуй, что делает мой сладенький пирожочек ради меня. Расследуй?
Я хочу, чтобы ты проследила за ним. Если у него другая. Ты это даже звучит бредово. Почему я? Ты маленький размер, можешь прятаться. Хотя я, конечно, пострани тебя. Пожалуйста, помоги, если ты сделаешь это, я дам много еды. Много еды дам, какую хочешь, выбирай. Моя медовая пчелка, сегодня такой хороший погода, правда? А теперь дай мне денег, пожалуйста. А, вот и он. Если подумать, то все они в некотором роде кажутся такими удивительными. Будь то семья, их друзья, возлюбленные. У них всегда есть кто-то кроме себя. Кто-то, за кого они могут расстроиться или даже разозлиться. А нормально ли иметь такого человека, как он? Ах ты, мой дорогой, не забыл про день рождения, да подарил цветы, цветы. Вот почему был такой подозрительный. Я так счастлива, так счастлива. Ешь сколько влезет, ешь много. Восторг. Ну что ж, думаю, все это не имеет значения, пока я могу есть вкусную еду. Ха. Хочешь креветки? Кислый, сладкий? Тащи все! Я подумал, что будет слишком подозрительно, если мы с Намамото одновременно уволимся. Поэтому я все еще работаю здесь. Но это пустая трата моего времени. Йоу-йоу-йоу, все сюда! Чё кого, сучары? Я ваш новый босс, Лил Пи. Пи — это часть моего имени, усекли? А теперь давайте-ка я послушаю, как вы щемите. Заклятый враг Китами теперь его босс. Что же он будет делать? Хвала всему сущему, что они наконец-то выбрались из этого отеля, и сюжет продвинулся. Досадно, что разборки позвонка и парочки остались за кадром. Она ведь ясно дала понять, что предательницу нужно пускать в расход. Но тут почему-то это все опустили, и будто бы всю ситуацию забыли, обесценив сюжетный момент. Лично мне было бы достаточно одной флешбэчной вставки, в которой Китами встает в позу и не дает позвонку навредить ей. С другой стороны, мангака дал понять, что Хребтян провалилась. Возможно, из-за этого ей пришлось пока пощадить предательницу. Что мне понравилось, так это то, что наконец-то уделили время Намамото. Радует, что героиня все-таки умеет думать. Кажется, после этой главы комментов про то, что Намамото это Денджи с сиськами, станет намного больше. Если хотите, как-нибудь запилю ролик сравнения Денджи и Намамото. В следующем месяце, скорее всего, выйдет полный пересказ Человека-бензопилы, так что такое сравнение будет особенно уместным. На Бусти, кстати, этот пересказ выйдет пораньше. И, к слову, там не только ранний доступ, но и дополнительный контент. А еще прямо сейчас мы там выбираем, что будет после Дан-Дадана. Можно даже предложить свой вариант, который будет обязательно рассмотрен. Поэтому, если есть желание поддержать нас, а также заценить побольше контента, то будем рады видеть вас там. Вернемся к главе. Кажется, что романтические отношения этой парочки, если и будут развиваться, то ой как не скоро. Китами парень хоть и доверчивый, но думаю, он надолго запомнит предательство. И, что самое важное, реакцию Намамото. Ну а девчонка обделена эмпатией, и ей еще многое предстоит понять. Но оно и к лучшему. Будет интереснее за всем этим наблюдать. Финальный твист главы интересен, но, надеюсь, этот челик не станет злодеем недели. И будет испытывать нервы Китами на прочность хотя бы глав 5-6. Все-таки наш герой переступил черту, убил уже много пришельцев, и явно страха перед убийством нет. Интересно, что для него будет важнее, мечта прогнать пришельцев из родного города или убить одного как можно скорее, позабыв о собственной безопасности. Ваши ставки, господа. Следующая глава выйдет в воскресенье, будем ждать. Не забывайте про лайки, они служат главной мотивацией для продолжения этого тайтла. Также, если уж досмотрели до этого момента, можете написать комментарий и подписаться. Впереди еще много тайтлов. И много уже каких полностью озвучены. Рекомендую пошарить по каналу, может найдете что-то еще для себя. Огромное спасибо ребятам, чьи ники вы сейчас видите на своем экране. Благодаря их поддержке мы продолжаем заниматься тем, что любим. С вами все это время были Скерс и Полина. Чао. Пока.
Ну ты размером с маленькую пиво. Наверняка хорошо умеешь прятаться. Хотя я, конечно, пострани тебя.